Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Возможно, по моим предыдущим видео вы уже обратили внимание, что я большой фанат различных аккордовых генераторов, арпеджиаторов, степ-секвенсоров и прочих MIDI-рандомайзеров. Сегодня я расскажу про один из моих любимых MIDI-степ-секвенсоров. Это Step Polyarp от французского музыканта и iOS-разработчика Лорана Колсона. Это мощнейший креативный инструмент, способный расширить ваш творческий арсенал. Создание сложных полиритмических мелодий, аккордовых прогрессий, безумных басовых линий и многое другое. А самое главное, что это может делать даже абсолютный новичок в музыке. Также сегодня я разыграю 5 бесплатных кодов на этот классный плагин. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на мой YouTube канал, поставить палец вверх к этому видео, обязательно написать комментарий под видео и подписаться на комьюнити iOS-музыкантов Муз Яблоки, ссылка будет в описании. Через несколько дней рандомайзер выберет 5 случайных комментариев, и я напишу список победителей. Большое спасибо Лорану за предоставленные коды для розыгрыша. Кстати, на Муз Яблоках сейчас проходит очень интересный конкурс джемов, все подробности под видео. Ну что, начнем обзор? Давайте перед тем, как начнем изучать плагин, послушаем различные заводские пресеты. Для изучения плагина нам потребуется инструмент. Для этих целей я взял синтезатор Xeon. В прошлом видео я делал по нему большой обзор, обязательно посмотрите. У меня создан аудиоканал, на котором добавлен синтезатор, а также создан MIDI-канал. Для того, чтобы он подцепил синтезатор, мне необходимо нажать на вот эти 3 рисочки, выбрать Step Polyarp. А для того, чтобы Step Polyarp воспроизводил ноты, мне необходимо вот здесь наверху кликнуть на ярлычок клавиш. То есть таким образом Xeon воспроизводится Step Polyarp. Ну а Step Polyarp мы будем запускать при помощи встроенных клавиш AUM. Первое, с чего начнем, это два режима — ARP и Sequence. Основные все функции мы изучим как раз в режиме ARP. Давайте посмотрим, как это работает. Кликаю на кнопку Latch. Мне необходимо зажать какое-то количество нот. Допустим, вот стандартные 3 ноты. Если я отжимаю Latch, то воспроизведение в режиме ARP прекращается. Поднимемся наверх, посмотрим, какие есть функции. Параметр Gate сокращает длину нот. Скорость воспроизведения нот. Оставим 1/16. Параметр Groove смещает каждую вторую и четвертую ноту такта. Таким образом создает свинг. Подняв октавы, наш арпеджио воспроизводится в 1 и 2 октаве. Также можно в 3 и 4. Вот это режим последовательности воспроизведения нот. Вот так вот снизу вверх ноты воспроизводятся, сверху вниз, снизу вверх и сверху вниз и так далее. Также есть режим Random, то есть ноты будут воспроизводиться в хаотичном порядке. И режим аккордов. То есть этот режим работает не как арпеджио, а как кордер. Вот в этом окошке мы выбираем гамму, в которой будем играть. Сейчас работает хроматика, то есть те ноты, которые мы зажали. Можно выбрать минор. То есть он сам автоматически те ноты, которые зажал, двигает в лад до минор. Лакрийский, лидийский, миксолидийский и так далее. В центральном окне мы видим, что по центру стоит сетка из 32 шагов. Каждый шаг можно настраивать. Зажав на шаг, можно поднимать его по полутонам, которые вот указаны в этой сетке. Соответственно, сами полутона также можно менять. Ноты мы можем поднимать и опускать по сетке. Давайте вернемся в работу режимов. То есть сейчас получается, что в данный момент секвенция работала по заданным нотам при зажатой кнопке Latch, но при этом, если вы обратили внимание, AUM у меня не воспроизводился, то есть он стоял статично. То есть работа происходила конкретно внутри самого Step Polyarp. Ну а теперь для того, чтобы синхронизировать все, что происходит внутри плагина, нам необходимо переключиться в режим Sequence. И мы видим, что здесь появляются вот эти рисочки. Это память зажатых нот. То есть давайте разберем, как это работает. Я нажимаю также кнопку Latch, зажимаю какие-то ноты, которые я хочу.
Далее нажимаю вот эту кнопку Replace by Played Keys, и он определяет эти ноты, которые я только что зажимал. Latch я могу отключить, ну а теперь воспроизведение секвенции будет зависеть от воспроизведения самого хоста. Нажимаю Play в хосте, и таким образом Step Polyarp запомнил те ноты, которые я нажимал, и он их сейчас в данный момент воспроизводит вот по этой сетке. Теперь давайте разберем сами шаги. Нажму вот это колесико, мы видим настройки, собственно, самой сетки. Начнем вот с этого параметра Fill. Если нажать All Steps, то все шаги, которые сейчас в данный момент у нас обозначены, то есть 32 шага, будут активны. Если нажать Every Two, то есть каждый второй. Every Four, каждый четвертый. Вот эти ноты, которые у нас забиты в память, то есть ноты C, E, A, воспроизводятся постепенно по данному шагу. Если я добавлю сюда еще одну нотку, то рисунок будет немного другой. Таким образом, становится понятно, что сами шаги ничего из себя не представляют. Это просто команда, в какой момент какая нота должна запуститься, на какой длине, на какой высоте тона и так далее. И теперь в соответствии с тональностью и ладом, который мы выбрали, я буду поднимать, допустим, ступени. Указано +3, то есть таким образом означает, что от нулевой ноты следующий шаг будет на +3 поднят вверх. Слушаем. Но при этом все будет входить в до минор. Можно выбрать, допустим, до мажор. То есть все эти ноты, что мы сейчас слышим, звучат по-разному в соответствии с выбранным ладом. Вернемся в настройки. Тут есть параметр рандомизации. Нажимаем Mono. То есть таким образом ноты будут рандомизироваться только на одной ноте, на той ноте, которая у нас ключевая. Рандомизация, то есть таким образом ноты будут в разных ступенях рандомизированы. Также есть параметр Move, то есть мы можем влево двигать созданную секвенцию, вправо двигать секвенцию. В режиме Swap можно зеркалить все, что у нас происходило слева направо, либо сверху вниз. Сбросим по умолчанию. Вот я сейчас прописал такую простую секвенцию, то есть нулевая нота и дополнительная 9 и 12 ступень. Вот мы слева видим границы, то есть это некий луп. Мы можем сократить повторение 12 ступени. Также отдельно для 9 ступени это сделать. Для создания сложной полиритмии это, конечно, крутая штука. Зайду в Presets, New, сброшу пресет по умолчанию. Допустим, что-то новое срандомизирую. И вот здесь справа в нижнем углу мы видим вот эту иконку цепь, нажимаем, и таким образом мы можем сократить количество ступеней всей секвенции и сфокусироваться только на какой-то конкретной части. Также, кликнув на каждый отдельный шаг, есть дополнительное окошко настроек, в котором есть дополнительные параметры работы с каждой нотой. Давайте начнем с этого самого, на мой взгляд, интересного параметра Note Repeat. Я специально прописал длинную ноту, вот обратите внимание, что он сейчас будет делать. Сейчас стоит без повторений. Если поставить деление на 3, причем эти повторения можно, например, указать минус, то есть они таким образом по максимальной интенсивности по нисходящей будут спадать. А плюсик, соответственно, сделать по восходящей, то есть с минимума на максимум. Нигде подобной функции в других степ-секвенсорах я, конечно, не встречал. Очень крутая штука. Также можно сделать, чтобы ноты плавно по velocity уходили в тишину. Или, наоборот, выходили из тишины. Вот я сейчас сбросил пресет, поставлю сетку 1/8, в 2 раза медленнее будет воспроизводиться. И запрограммирую аккорд. То есть сейчас воспроизводятся ноты C, E, G. Зажимаю клавиши, сохраняю секвенцию. Допустим, зайдем в 4-ю ноту. Также есть режим Order. То есть вот в этом режиме нота воспроизводится в таком виде, какая она есть. То есть один раз проиграл, и следующая нота. Если поставить вот это равно, то нота будет повторять звучание предыдущей ноты. Ну и таким образом здесь есть дополнительные настройки для каждой отдельной ноты. Я думаю, что этот режим будет более всего интересен для ритмических инструментов, то есть барабанных, перкуссионных звуков, чтобы таким образом повторять не звучание нот, а именно повторение ударов барабанов.
Также здесь есть параметр шанса, то есть можно поставить, допустим, 50%. Это означает, что нота будет воспроизводиться с вероятностью 50%. Давайте я сделаю повтор более частым. Так и есть, то воспроизводится, то нет. Далее, если кликнуть вот в это место, открываются настройки самой линии. Вот этим ползунком мы выбираем нужную нам ступень. Переключаясь вот на эту кнопку, мы можем указать отображение в нотах, выбрать MIDI-каналы, редактирование самой линии, то есть можно вырезать линию, скопировать и вставить линию, рандомизация линии, ну и, в принципе, все остальные параметры рандомизации и смещения схожи с теми самыми параметрами, которые находятся вот в этом окошке, если мы все это будем делать именно в режиме моно. То есть монорандомизация и все остальные параметры делают, по сути, все то же самое, что и рандомизация вот в этом окне. И давайте далее разберем вот это окно, которое управляет различными модуляциями. Первый параметр Velocity, вот конкретно в данном пресете, в синтезаторе, вот мы видим, что он у меня управляет громкостью осциллятора. Чаще всего в большинстве инструментов так оно и есть, то есть параметр Velocity управляет громкостью, но не всегда. Иногда это фильтрация и вообще любой другой параметр, который вы можете сами назначить в синтезаторе. Послушаем, как это звучит. Ну вот появилась динамика. Кнопка Max поднимает все ноты сразу максимально вверх, то есть Velocity 127 на уровне 100 и на минимуме. Также дополнительно зайдем вот в это колесико, скопировать те параметры, которые мы можем запрограммировать, рандомизировать. И все то же самое, что и для нот. И, по сути, по такому же принципу все остальные модуляции точно так же и устроены. Вот, например, допустим, есть параметр Pan, который в данном случае вообще ни за что не отвечает, потому что в самом синтезаторе нигде не указана эта модуляция. Но мы можем кликнуть еще раз на название параметра и здесь уже выставить вообще любой контроллер CC, то есть любой параметр из 127. Также указать, что это будет. Просто значение минимум-максимум, значение минимум-максимум из 100 единиц, левый, правый, центральный канал и просто минимум-максимум и центр. А также переименовать название. Допустим, модуляция в самом синтезаторе, вот мы видим mod wheel, указано на фильтр. И таким образом этот параметр сейчас будет управлять фильтрацией. И давайте послушаем. Так оно и есть. Ну и последнее, что у нас осталось, это вот эти паттерны. В этом режиме мы можем создавать различные секвенции и последовательно их запускать. Допустим, в этом режиме у меня будет работать лакрийский лад. Вот такую прописал секвенцию. Если я еще раз кликну на этот шаг, здесь у меня есть дополнительные настройки, скопировать секвенцию, вставить, удалить. Retrigger Position. Это означает, что если у меня зациклена, например, не вся партия, а какая-то конкретная, допустим, вот эта ступень будет зациклена вот здесь, то вот при этом параметр Retrigger каждый раз будет запускаться именно с самого начала. Так оно и есть. А если убрать эту функцию, то запуск будет происходить с той точки, в которой как раз секвенция остановилась. Следующий параметр сохраняет выбранный лад для конкретного паттерна, то есть вот для этого паттерна обязательно эту функцию сохраним. Сейчас получается, что и первый, и второй паттерн одинаковые. Второй паттерн я изменю. И вот таким образом у меня получилось два паттерна, вот такой первый и второй, с разными ладами, с разными ступенями. И вот эта последняя функция как раз позволяет указывать, какое количество раз будет воспроизводиться сам автоматический паттерн, допустим, один раз. Второй паттерн будет тоже один раз. Ну а первый можно, кстати, поставить два раза. Вот он играет. А когда паттерн моргает, это означает, что далее воспроизведется именно он. Включу третий паттерн. В третьем паттерне я вообще сделаю рандомизацию нот. И вот таким образом получилось 3 паттерна, которые будут запрограммированы по определенной последовательности. Все полученные результаты можно сохранить. Нажимаем вот эту кнопку Save, пишем название, категорию можете указать. Вот этой кнопкой можно сохранить MIDI-файл, отправить его по почте, по AirDrop, сохранить на iPad и так далее. На данный момент это, пожалуй, теперь один из моих любимых MIDI-степ-секвенсоров. Очень рекомендую к приобретению. Если это видео было вам полезным и интересным, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и не забудьте написать комментарий. Это канал Flowform. С вами был Саша Saintrider. До новых видео.